Я хочу пиццы. О, сука, а! Как дал бы, блядь! А, блядь! 70 тысяч лайков на этом видео. И у нас с вами стартует целая череда выпусков Stay Alone. Давненько у нас, Сережа, с тобой страшилочек, да, не было? Страшилочки там разные, да, там всякие вот эти вот, чтоб ты засыпал, не засыпал. Мне там, знаешь, начинается вот это я скептик, я ничего там ни во что не верю. Вот это вот, знаешь, я тебе так скажу. Вот ноги, когда из-под одеялки в следующий раз торчать будут, и вот, знаешь, вот так вот тут ты как бы смотришь, да, телевизор, и вот так раз, вниз смотришь, пяточки твои эти, носочки, да, то вот так вот, три пальца эти кривые твои торчат, да, и за ними приглядывай. Приглядывай, понимаешь, потому что, ну, как бы за ними тоже уже смотрят. Имей в виду, да, особенно если ты один. На Hard Inside подписывайся, чтобы все нормально было. Ну и там стримы не пропускать, все остальное. Поехали, ладно, все, приятного просмотра, лайк, подписка, колокол, как обычно, поделиться, подписаться, ну ты знаешь, все, поехали, давай. 10 самых страшных видео, которые никто вообще не должен видеть, понимаешь? Ссылочку на Зомби Чеза оставлю внизу в описании, сразу же перед началом просмотра ставлю лайк, сразу же проверяю колокол, все. Все, понимаешь? Один раз проверил, все. Я хочу пиццы. Как тапком, как дал, блядь! Как по таракану. Это что, Якубович? Меня Якубович больше пугает. Меню. Ой, господи. И вновь, не устану повторять, самое страшное видео, которое вы ранее не видели. Да, мне удалось найти еще страшнее, чем были ранее. Это видео введет вас не только в ужас, а и вам станет интересно знать, неужели это все правда. Неужели эти истории, что произошли с этими людьми, и видеодоказательства к этим историям реальны. Я скажу, что вполне. Решать, конечно же, вам. И у нас 10 самых страшных видео, которые никто не должен был увидеть. Испарился. Новый подбор. Вы на канале Зомби Чеза. Начнем. Приятного всем. Автор по имени Тим рассказал реально страшную историю и прикрепил к ней видео. Он говорит, что на него что-то мистическое напало несколько раз. Тим является охранником большого офисного здания. Поздней ночью он начинает слышать стук, доносящийся откуда-то из здания. Он хватает свой телефон, включает запись. Видели новую тему для соседей? Такой дятел на пружинке. Ты понял? Цепляешь ее за батарею, за стояк. Так вот дятлу голову оттягиваешь, и он медленно спускается такой... Бля, я увидел, усался. Бля, к самому верху прицепил, он 30 минут спускается. Прекрасная вещь. Рекомендую. А? Hello? Это фраза, это самая топовая. Ну и чё? И чё? А, до свидания, все. И побежал. Ты ёб твою мать! Чуть миску не вывалил. А там в углу сидит Дениска Петров. И плачет. Обычно под столом у деда сидит. Hello? Манекен сам по себе падает, а затем сама по себе стеклянная рама разбивается и разлетается на миллион осколков. Тим слышит жуткий женский плач, и наконец откуда-то из комнаты доносится громкий хриплый голос. Hello?
Тим этого испугался и просто убегает оттуда. Через несколько недель спустя Тим вернулся на ночную смену, когда все снова принимает ужасающий Тим вернулся на ночную смену после вот такого. Я бы сменил не только место работы, я бы сменил первое. Город, страну, континент, планету. Все. Возможно, еще галактику. оборот. И вот в этот момент, аккуратненько, блядь. Ты же в плаще идешь, понимаешь? И вот он, в этот момент. Ты заходишь, такой тебе страшно, подходишь к этому манекену. Боже мой, а у тебя картечь там. Такая, знаешь, или дробь такая хорошая, блядь. Такая, знаешь, прям хорошая, прям на кабанчика. Просто, знаешь, вот так вот, как в фильме «Брат». Просто вот так вот аккуратненько вот так вот взял. Блядь. Дуплетом просто смотришь, только писюны по стенам, блядь, ничего больше нет. Да, просто сайги туда как дал, блядь, как насыпал, и все хорошо. И больше ни смеха, ни крика, ни писка, ни визга, ничего нет, все, сработаешь дальше спокойно. Вышел, с утра тряпкой оттер, блядь. Hello? Что, совсем долбоеб? Кого-то или что-то можно увидеть сидящим на крыше стальной тележки. Что бы это ни было, оно медленно движется назад, и когда Тим включает свой фонарик, оно просто исчезает. Тим говорит, что потрясен всем тем, что видел, работая ночным охранником в этом здании. Но этот момент довел его до предела. На следующий день мужчина уволился. Что думаете, реально? Ну, я вам так скажу, если снято, кстати, без склейки. Молодцы, постарались. Прикол будет в другом, если это вообще не постанова. Или нет? Канализационные коллекторы часто выглядят страшными и тревожными местами. Канализационный люк, моя могут дверь, вызвать чувство но я клаустрофобии счастлив и по-своему, дискомфорта, а также поверь. неприятные запахи и шумы. Все это погружает в жуткую атмосферу. Смотрите, к чему я говорю это. Там пенис Вайс. Что это такое? Что это такое? Каловые массы откачивают или что это? На этих кадрах Валера. происходят странные звуки, которые доносятся из-под люка. Черепашки ниндзя. Туда отправили группу рабочих на осмотр местности. Вот что они заметили. На видео видно, как рабочие собрались вокруг одного открытого люка. Они обсуждают о странных Валерка звуках пробежал, внутри видел? канализации. Когда один из рабочих подходит с камерой ближе, чтобы получше запечатлеть звуки, заглядывает в канализацию. Внезапно из темноты появляется странное существо. Рабочие явно напуганы тем, что видят. Фигура быстро исчезает в глубине темноты. Хотя не ясно, что это за существо, похоже, оно вызвало у работников чувство Говнодемон. страха и беспокойства. Может ли это быть какое-то животное, застрявшее в канализации? Крокодил какой-нибудь? Что Гена, ёпта. думаете? Сейчас вы увидите Дурак неумный. шокирующий отрывок Представляешь такое увидеть? Блядь, там и инсульт сразу. из видео, жестокий и тревожный, да такой, что большую часть я показать вам не смогу по правилам ютуба. Как утверждается, это самые настоящие и реальные кадры последствий Суперсус. неудачного экзорцизма. Сусик. И это не кино, это жизнь. Часть кадров мне придется замылить, а некоторую часть вообще не вставлять, по правилам ютуба. Эти кадры предположительно относятся к 80-м годам, и на просторах интернета их Кого? везде и всегда блокируют. Как говорят, кадры были обнаружены на чьем-то чердаке в Айове.
Видео Что за крепота, ёпта, началась тут? начинается с того, что кто-то подходит к одержимому человеку, который лежит в постели и мучается. Этот человек очень изможден и неподвижен, тяжело дышит и смотрит прямо перед собой. Внезапно ближайшая дверь открывается сама по себе. Не могу показать вам эту часть целиком, но человек, кажется, отрывает себе ногти, один за другим. Мужчина смотрит на вас прямо через камеру. Самое жуткое в этой одержимости и в этом видео то, что это не какая-то сцена из кино или хоррор-ролика, а, как утверждается, это реальные кадры неудачного проведенного экзорцизма. Сатана Макела, бля. Что только не сделаешь, когда не хочешь ипотеку и кредиты отдавать. Представляешь? Блядь, представляешь, просто вот к тебе эти коллекторы подходят, ты начинаешь исполнять. Колдекс пару таблеток, да, закинул, запенил. Поехали, блядь. По полу кататься, представляешь? Очевидно, боль должна сделать это существо очень счастливым, потому что в следующей сцене оно сидит в постели и улыбается, и демонически смеется. Одержимый начинает выгибаться, метаться, да с такой силой, что кости, ребра начинают выходить наружу. То, что происходит Кого, дальше, я Маркос Гарсия, владелец небольшой автомастерской, в которой в настоящее время работает только один механик. Этот механик Хуя себе механик с молотком, видел? единственный сотрудник в этой мастерской, и совсем недавно он получил автомобиль от клиента, которому требовался ремонт. С тех пор, как они получили эту машину, вокруг их мастерской начали происходить странные вещи. Владелец автомастерской считает, что в этой машине есть что-то загадочное, то, что объясняет Чего? мистические явления, происходящие возле них. Этот автомобиль Чего? пугает их. Однажды происходит очень странный инцидент. Маркус, владелец мастерской, наблюдает на происходящее через камеру Инцидент произошел, когда у меня товарищ, Сережа, блядь, советовал, говорит, вот что мне купить? Представляешь, Кокарев, он мне говорит, что мне купить? Вот у меня есть, говорит, 1 000 000 рублей, как ты думаешь, что мне купить? 1 200 000. Я говорю, слушай, я не знаю, ну возьми Kia какую-нибудь, там пару годовалую, блядь, возьми еще что-нибудь, посмотри, ну много вариантов на самом деле. Я говорю, в зависимости от кошелька, давай подберем хорошую машину, знаешь что? Я чувствую, блядь, вот, ну, такой, знаете, вот потом он, ну, подпропал, и я чувствую, в подъезде начало, ну, маленько вот какой-то шлейф пошел. Каловые массы, блядь, знаешь, вот такой вот слегка. Поехал, Ладу Весту Кросс купил. Ну, все, пиздец. Добрый вечер, блядь. Новая, говорит, зато не ломается. Все. Понимаешь, нет у меня больше ни друга, никого нет, блядь. Довольный? Ладно, купил, признал ошибку, сказал, извините, пожалуйста, ребята, я продам ее к ебаной матери. Так он счастливый ходит. Все, он окунулся, понимаешь? Я еще раз повторюсь, я не против Лада. То он на этих угла дает, раздает, там по 50 тысяч накупили. Да все, пацаны, красавчики, там 200-300 тысяч. Какой, блядь, какие 1 200 000, какие 1 300 000, что с ума сошли? Я чувствую, ай, вонь, блядь, стоит за 3-9 земель. видеонаблюдения, когда замечает, что механик ведет себя очень странно. Когда Маркус спросил механика, что он делает, тот ответил, что разговаривает с клиентом, который оставил жуткую машину. Маркос посчитал это странным. Вот что было снято на видео. Oye, este weón se volvió loco. Estoy revisando por la cámara del taller. De mi teléfono, estoy en mi casa. Солнышко припекает. Напоминаю, что 2-3 ближайших недели будьте предельно внимательны и аккуратны. Те люди, которых вы считаете адекватными, нормальными, скорее всего, являются аккуратно. По статистике, огромное количество людей находится в зоне риска, Сережа. Особенно те, кто не ставит лайк и не подписывается на канал. Напоминаю, аккуратнее. Давайте все нормальные соберемся на одном канале. Да, кто просто так вот смотрит годами меня и не подписывается, ну это ненормальный человек, это психический. Но спасибо, что смотришь. Y este maestro está hablando solo. No cacho qué onda. De verdad que no cacho qué onda. No, está hablando solo. Наши ученые немного, блядь, отклонят гравитационное поле Земли, и вся ваша, блядь. Le voy a preguntar por cámara qué está haciendo. Дали солевой. A ver, vamos a preguntar. Давай, говорит, спросим его.
Хоть Es que Шаолинь. consígueme el teléfono con la Connie, por... ¿Pero con quién habla, weón? ¿Aló? Алло, Да. алло, блядь. Oye, disculpa, pero con quién estás hablando? А, вот. Я разговариваю с мистером Карлосом. Все. После этих слов аккуратно, главное не вызывать подозрения, спокойно, потихонечку попятились к выходу и все. Все, номер в ЧС сразу, до свидания, блядь, пожалуйста. Oye, В палату сразу. Да, специализированное заведение с этими, с мягкими стенами, блядь, с добрыми людьми вокруг. 2 кубика пиздюлины и 2 галоперидола. Все, поехали. И рубашку с длинными oye, рукавами. cálmate. ¿Qué, don Carlos? Pero, oye, escúchame un poquito. ¿Tú me estás hablando del accidente de anoche? Juan, me estáis huellando, ¿cierto? Мистер ¿podéis Карлос. ¿podéis subir? ¿Sabes qué? Oye, es que no estáis hablando con nadie, viejo. No estás hablando con Все, nadie, он доказывает. Говорит, мистер Карлос прямо передо мной. Все, клиника, блядь. Добрый вечер. Juan, y ayer los que chocaron murieron todos. Juan, no estás con nadie. Sube y ven a ver las cámaras. Tengo todo grabado. Sube, viejo. Sube, vente al tiro. Si no estás con nadie, Juan. Viejo, no, tengo grabado. Vente, por favor. Vente. Смущен и слегка встревожен поведением старика, Маркус немедленно звонит ему, чтобы спросить, что именно происходит. Под большим шоком механик отвечает владельцу, что он общается с клиентом Карлосом, который оставил машину несколько дней назад, якобы они обсуждают ремонт автомобиля, и узнает подробности аварии накануне вечером. Нихера. Маркус до глубины души похолодел, услышав, как он упомянул аварию. Самое пугающее, что тот самый Карлос, клиент, погиб. Мамка. Механик не знал про этот инцидент и спокойно общался с призраком. Что думаете об этой ситуации? Заброшенная больница, в которой обитают одни из самых... Ну, я вам так скажу. Тут такое. Не хотел бы никак комментировать. Если честно, немного в это верю. Может быть такое. На самом деле, то, что... Не знаю, ну такое. Под вопросом. самых пугающих призраков. Вы сейчас убедитесь, что призраки это действительно страшно. Слушаем и смотрим. Индонезийские исследователи Ну, конечно, ёпта, ну где же еще быть самым страшным, блядь, призраком? Как обычно в Индонезии, там все творится, все, что только можно и нельзя. загадочных мест проводил расследование печально известной больницы Каю. Больница находится на индонезийском острове Ява. Больница Каю была построена еще в 1933 году, и за свою 80-летнюю историю она начала приобретать очень странную репутацию. Утверждают, что в больнице видят призрачную фигуру старой медсестры, бродившей по коридорам. Они также сказали, что видели ужасающих призраков пациентов, которые скончались в старой больнице. Некоторые даже утверждали, что испытывали ужасные галлюцинации, такие как кровавые следы, бегущие по лестнице. Стены, которые никто другой не мог видеть. Больница закрыла свои двери в 2015 году и осталась заброшенной. Исследователь был совершенно один с фонариком и телефоном, на который транслировал свое расследование в прямом эфире для своей потоковой аудитории. Потоковая аудитория. Вы, кстати, моя потоковая аудитория, если что. Да, на стриме сейчас потоковая аудитория моя. Пока он бродил по больнице, Какая-то фазмофобия получается, да? он начал слышать странные звуки тут и там, но кажется, что его это особо не беспокоило. Затем он просит появиться духом этой больницы или дать о себе знать, и тогда все становится жутко. Udah, suara-suara saja. Tunjukkan semua ejakulasi kalau memang kalian ada di sini. Lingkau. Больничные носилки двигаются сами по себе. Автор видео начинает сильно трястись, и тот начинает бежать.
Он забегает внутрь здания и продолжает слышать жуткие звуки, исходящие из залов и комнат. Звук, похожий на звенящий колокол. То, что произошло дальше, его потрясло. Weh, penyakit kelihatan. Ya! Ada. О, сука! Weh, penyakit kelihatan. Ля, блядь! О, сука! Ля! Ля, Глэк высунулся. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. О, сука. Тебе, блядь. Я тебе понаблюдаю. Ada. Ya Allah, ya Allah. Ёпта, после такого бы он бы просто, я говорю, он бы вышел через стену. Ты чё, там бы сердце сразу отлетело. Входная дверь захлопывается прямо за ним, и слышен зловещий голос. Но самое страшное из-за всего, что, кажется, быстро выглядывает из больничной палаты. Исследователь в ужасе и быстро направляется в другую часть больницы, но становится еще хуже. Какой-то криповый выпуск этот у зомби-чеза. О, сука, а! Так дал бы, блядь! Совсем, что ли, с ума посходили? Блядь, чуть на шее вена опять не лопнула. Сидит, блядь. Блядь, прекратите. Мяу. Кто мяукает? Ты, блядь, поехавший, что ли? Astagfirullahaladzim, ya Allah. Ты что, вообще, что ли, ёпта? Ты больной или что? Ты что, родной? Все, что ли? У тебя страх отсутствует вообще? Слышали звук? Это яйца звенят. Да, потому что они вот такие вот. Сталь. А, блядь! Ёб твою мать, да ты хорош, ты чё, блядь? Ты видел? Блядь, ни одного показалось, что на глаз похоже, я чуть не обосрался. Вы чё, ёпта? Хорош ты, знаешь, китаец, блядь. Сейчас люди компот пролили с чаем. Прекратите, пожалуйста. У меня аж это, аж сейчас я напрягся. Прекрати. Блядь, ты вообще какой-то сральник. Он внезапно видит что-то похожее на жуткое привидение девушки, стоящей прямо внутри пустой кладовой. Собрав все свое мужество, он бросается к жуткой фигуре, но она исчезает. Теперь мы... Есть момент вот в том, как он подбегал. Очень вот так вот просто начала камера трястись, и вот, возможно, в этот момент там склейка. Под вопросом. Мужчина серьезно взволнован и Серьезно взволнован. Смерть наступила в результате того, что мужчина был серьезно взволнован. хочет выбраться оттуда. Но у его живой аудитории есть и другие идеи. Они просят вернуться еще раз в эту больницу и исследовать и другие комнаты и палаты. И как вы могли догадаться, все пошло не по плану. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ngejumpa По-моему, молитву читает, по-моему. nggak enak teman-teman di sini. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Ancok matamu. Astagfirullah. Понял, блядь. Понял, принял. Вычеркиваем. Подожди, кого, блядь? Похоже на механизм. Ты видишь, сама не дергается, стоит на месте. Понял? Смотрите. Обратите внимание, когда башка назад откидывается, сама эта фигура не дергается. Да, очень похоже, но, бля, очень круто сделано. Хочу отметить, что сделано нереально круто. Astagfirullahaladzim, ya.
Allahu Akbar, ya Allah, ya Allah, ya pergi panjang mana jantung anjing. Призрачный силуэт Коран, я не уверен, что это Коран. Ну, ребята, напишите в комментариях, кто знает, разбирается. женщины сидит на кровати Да, в возможно. одной из больничной палаты. Она не двигается, но ее голова, кажется, запрокидывается назад, чтобы посмотреть на вас, как будто ее голова не привязана к телу. После этого индонезийскому следователю было достаточно, и он ушел, так больше и не вернувшись. Что думаете, что происходит в этой заброшенной больнице? Я думаю, что там происходит полный... Слушайте, ну если это постанова, то постанова сделана нереально круто. По-простому, но нереально круто. Исследуя мексиканское кладбище, где многие местные жители клянутся, что видели кукол, движущихся сами по себе. Так оно и произошло в данном видео. Прямо Страшно, на наших реально глазах. страшно. Ну страшно, блядь, что говорить? Ну реально страшно. Куклы, которые находятся Не, я бы сразу, вы чё, ёпта, я бы, ну это в окно сразу выпрыгнул и все. Ну что, с ума сошли? Ну это все, это габела. Это, ну, тут, понимаешь, я всегда рассматриваю, хоть я и скептик, да, больше, но я всегда рассматриваю два варианта развития событий. Даже пусть вот такая маленькая долечка, ну ты представляешь, если это на самом деле. Все, ну конец. Все, у тебя сердце, оно просто, оно лопнет, и все, оно остановится, сердце сразу. Тебя не выдержит, ну ты просто можно рехнуться, или кукуха поедет, или еще что-нибудь. за металлическими оградами и закрыты на замок сами по себе начинают двигаться. И это явно видно. Я думаю, пора запускать. Ну что, начнем? От 5 до 10 любое число назовите. 7, сразу куча. Просто миллиард семерок. 70 тысяч лайков на этом видео. И у нас с вами стартует целая череда выпусков Stay Alone. Но это тут уже сам Бог велел. Поехали. Заранее спасибо. Все, пора. Если у меня сердце отлетит, то пусть все в этом году, потому что уже все. Все, поехали. Да. Все, я готов. У меня все приготовлено. У меня миллиард мест есть, все есть. Поехали. Sí se movió, güey. Чего? ¡Ay, otra vez, güey! Sí, se movió, No puede ser. Sí, amigo, sí se miró. Крысы, мыши. ¡Colo! Самое захватывающее в этом видео, так это то, как многие куклы двигаются в разных направлениях, когда с обеих сторон есть стеклянное окно, замки и металлический забор. Ваше предположение. Este, güey. El segundo que Este. está con el de gorro. Este, amigos, miren, ese mono se movió. Es el único que tiene Механизм, да, я тоже думаю. Если попытаться как-то оправдать, то или механизм, или крысы, или что-то типа такого. gorro ese a un lado. Güey, ¿qué pasó? Parece que algo en el suelo se movió. ¿Dónde, güey? En el suelo se movió algo, güey. Что делает нереально Сразу вопрос. Почему до этого они так сильно не двигались и не падали? Леска обычно. сделать постанову лесками, нитками и так далее. Что за призрак поселился в семейном мавзолее? Я думаю, Неужели обычная постанова. призрак ребенка, который похоронен там? Фэк. Я тоже думаю фэк. Странные призрачные объекты стадом бегут вдоль забора. Эта камера видеонаблюдения записывала кадры посреди ночи. Что Но это, странным блядь? образом, с правой стороны экрана мы можем видеть несколько белых шаров, появляющихся в поле зрения, которые, кажется, летят вдоль экрана за забором дома. Некоторые перелетают через забор. Эти шары очень сильно напоминают лесных животных, которые стремительно бегут из леса от чего-то. Но эти два объекта перепрыгивают забор, заводят в тупик. И начинаешь задаваться вопросом, что это за призрачные объекты попали на камеру. Чего? Блять, ну скорость у них очень высокая.
Это страшное видео показывает кого-то в постели, явно знаю, что за напуганного. хрень. От чего его так телепает, мы пока не знаем, но смотрим. Это видео появилось недавно в интернете и активно начало распространяться и набирать просмотры. Мимо него никак пройти не получилось. Что-то страшное произошло, после чего уже не спящий мужчина включает камеру и наводит на дверь спальни. Вскоре дверь распахивается сама по себе, и за ней никто не стоит. Когда мужчина откидывает одеяло и в страхе встает с кровати, он поворачивается на другой бок. Ты чё, блядь, честно, ёб твою мать, ты кого тут насобирал? Что это за ролики? Прекрати, пожалуйста, блядь. Ты чё там просто, это все, это жопа, блядь. Ты все, это конец. Жуткое существо прямо на его кровати. Мужчина выпрыгивает из комнаты и убегает. Существо с черными как смоль придатками, похожими на волосы, и двумя светящимися Нет, я хочу сказать то, что понятно, что это скорее всего фейк, но выглядит, блядь, очень страшно. глазами бусинками. Это Все бусинки. просто кошмар, снятый на камеру. Хотя оригинал видео вполне может быть вымышленным, но ролик сделал свою работу. Напугал всех нас. Базара Зиру. Лас-Вегас, штат Невада, известен как чрезвычайно оживленный и полный казино город. Одно из самых популярных туристических мест в мире. Сейчас поймете, к чему это я рассказываю. Что реально Ведь в стрёмно, одном слышь? из мест в Вегасе произошло нечто страшное. Это произошло в Safari Club. От этого мурашки по коже пробегут. Видео было снято 3 декабря 2022 Что здесь года может быть? и, кажется, демонстрирует что-то совершенно ужасающее снаружи. Посмотрите. What the hell is this? Honestly, this is really strange. I mean, we're here every night. I've never seen anything like this. А, это пацаны прилетели, Кажется, что это. какой-то странный НЛО замер в небе над облаками, вызывая Ну и чё, ну ребята поиграть прилетели, чё вы начинаете-то? Жалко, что ли? многих замешательства и панику. Сразу после этого события появилось в интернете множество статей и новостей. Предположили, что это мог быть феномен под названием геноминон, известный Да-да-да. как столпы света, по типу миража. Но эксперты не уверены Это межгалактические лудоманы. в том, что свет с Земли так четко может отражаться в облаках. Да-да, свет с земли. Парень по имени Уэйд пережил действительно жуткие события. Вначале он рассказывал, что весь день просидел в своей спальне со своей дочкой и собакой. Он рассказывает, что в ту ночь он собирался выпустить собаку на улицу. И вот тогда начало происходить в доме очень странное. Dude. I don't think this is a ghost. Nope. Nope. Go to the room. Go. Daisy. Go, 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 go. Можно увидеть, как стул движется сам по себе. Испугавшись этого, автор начинает возвращаться в комнату обратно. Во втором видео Уэйд говорит, что он только что проснулся после того, как услышал какие-то царапающие звуки, доносящиеся из-за его двери. Он говорит, Это что собака, да, сначала что-то подумал, почувствовала. что это его собака, но собака возле него. Посмотрите на ужас, который начинает происходить и далее. Daisy, no, 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 no. Shh. You okay? Что могло произойти в его доме? Резкий стук, Что там шепоты. сказали? Испугавшись этого, он хватает сонную дочку, забирает собаку и уезжает из дома. Это понятно было после фразы, произнесенной собаке и дочке: «Садимся в машину, мы уезжаем отсюда».
Реальность происходящего пугает. Мужчина поступил так, как не поступают в фильмах ужасов. Хозяин дома, не разбираясь, сразу Странно, после да. странных происшествий в доме, забрал свою семью и уехал. Понравилось это видео? Если досмотрел до этого момента, то вполне возможно, что понравилось. Не забудь тогда поставить лайк. Надеюсь, я заслужил его от тебя. Слушай, дорогой, в этот раз ты не то чтобы заслужил, ты прям, блядь, перезаслужил. Это сильно, это очень сильно. Так что я подписан, я тут везде все подписано. Это сильный видеоролик. Нет, давно таких не было. Так что ставьте лайк, подписывайтесь на канал, ссылочка внизу в описании на Зомби Чез. Не забывайте, 70 тысяч лайков, начинаю новую череду с Тейлона. Страшно, очень страшно.